Здравствуйте всем, с вами Геймер, и мы начинаем прохождение игры Nevermind. Как-то так называется игра. Эту игру я нашел в разделе инди-хорроров. Не знаю, нормально он или нет. Вроде комментарии про нее положительные были. Я смотрел положительные. Ну ладно. Так начнем. Чего не тянуть. Здравствуйте, доктор. Наши датчики распознали лица, показывают, что вы новый микроисследователь Института нейростальгии. Добро пожаловать в комнату. В команду, в комнату. У меня комната уже башкина. Здесь мы можем внести последние сведения для регистрации. Нажмите кнопку «Продолжить», чтобы выполнить эту процедуру. Спасибо, что вы прибыли сегодня так рано. Мы считаем, что новым нейросследователям следует пройти инструктаж до прибытия коллег и пациентов. В качестве нейросследователей вы будете изучать подсознание наших пациентов, чтобы помочь им преодолеть последние перенесенные психологические травмы. Эта работа не просто очень важна. Для нее требуется большая осторожность и особая проницательность. Теперь мы перейдем к проверке вашей личности. Впереди вас ждут неприятные сцены и ситуации. Такие сценарии могут вызвать неблагоприятные реакции у участников, особо чувствительных к сюжетам и изображениям, имеющим отношение к психологической травме. Продолжая процедуру, вы принимаете на себя всю ответственность за то, что вас ждет впереди. Вы даете согласие? Я даю согласие. Сообщение указанное сведения. Мы сверим эти сведения с нашими записями для выполнения процедуры проверки личности. Мы видим, что вы пришли, надев назначенное устройство из торги. Спасибо за соблюдение стандартных правил. Обратите внимание за подсказки и точки взаимодействия на территории института, который будет выделять окуляр или как там. Хочу чихнуть, но не могу. Ой, извините. Регистрация в первый день завершена. Проходите, пожалуйста, в зону только для персонала. Позади вас. Ваш окуляр ностальгия синхронизирован с вашей учетной записью сотрудника и служит пропуском через двери. Надо сказать туда, ну, пошлите. Вообще такой музон. Это все доктора. О, спасибо. Наверх. Закрывать нельзя. Какие тут люди? Офигеть. Вы это больше всего на бандита смахивает. Ладно, плевать. Неплохое это помещение. Бегать можешь? Нет, не можешь. Что-то написано. Доктор Андрей Сальков. О, я! Фига себе. Подсознание знает. Покой или стресс, страх, тревога. Психологическая травма — это может случиться с каждым в любой момент.
Я играл в демку, она полностью английская была. А тут она вышла полноценная вроде игра. И все на русском. Мне это нравится. Только голоса на английском, а так все на русском. Иногда приходится распутывать самые сложные узлы. А там что за картинка? Ваш окуляр и ностальгия. С ним вам будет открыты все двери. Исследуйте, не расследуйте. Рекомендуется во время нейродизирования. Чё, блин? Нейрозондирование. И при нахождении на территории института нейростальгия всегда носит окуляр и ностальгия. Это упрощает переход из реального мира в образ подсознания, уменьшая такие симптомы, как утомляемость, головные боли и дезориентация. Окуляр ностальгия – незаменимый помощник нейроследователя. Понял? Понял? Ты меня понял? Да, ты меня понял. Я знаю, что ты меня понял. Ты, наверное, должен теперь знать, что такое нейроследователь и что такое ностальгия. Институт нейростальгии. Вот, зато сейчас узнаешь. Фу. Здравствуйте, доктор Саликов. Разрешение тепло поприветствовать вас в Институте нейростальгии. Это ваш кабинет, и здесь вы найдете все необходимое для комфортной работы. Ваш окуляр ностальгии служит для входа на главный компьютер рядом с этим столом. Приступайте к работе. Когда будете готовы, еще раз приветствуем вас в нашей небольшой эпилярной команде нейроследователей. Для нас честь работать с вами. С уважением, совет директоров Института нейростальгии. Прям нас приветствуют. Компьютер, это я понял, вот этот, да? Приветствие, доктор Сальков. Пациент тренинг. Нейроследователь доктор Саликов. Симулированный образ подсознания, созданный Институтом нейростальгии. Для обучения новых сотрудников процент исследования отпечатка 0%. Ладно, активировать. Спасибо, активирован отпечаток пациента тренинг. Теперь можно начать нейрозондирование. Нейрозондирование теперь новое слово. Пройдите в камеру через дверь справа. Как хотите. Мало, конечно, вот такие большие. Я закрыл. Вот и хоррор начинается. Нет. Закрыли меня. Симулированный образ подсознания, созданный Институтом нейростальгии для комплексной подготовки новых теорий. Things have become almost unbearable for me. And for my family. Nothing has helped. I guess that's why I'm here. So, if I just talk about my troubles, you'll be able to use it later to help with the procedure? Seems hard to believe, but you're the experts. I think many of my issues started when I was young. So, why don't we start with my childhood days, yes? Okay. Let's see. I was raised in a lovely cottage in rural Germany. We didn't have much, but my twin sister, our father and I got by. There was actually a great famine for much of my early childhood, and often we went without food. I had many happy moments with my family, but the darkest times began when my father remarried. My stepmother always resented my sister and me. We didn't like her much either, to be honest. God, she was horrible. Sometimes she would take my sister and me out for long walks in the forest, and then she'd hurry home. My sister and I couldn't keep up, and we'd often get lost. We learned to leave a trail of whatever we could find on those walks to help us get home. I guess
In some ways, our stepmother helped us become resourceful like that. My sister is a real fighter. The kind of woman any girl or boy could look up to. She volunteers to work with various youth organizations now. Enough about her. Okay, what else? Maybe I should talk about my feelings? Ощущениях, ну расскажи. You may find it hard to believe, but I've always struggled with various eating disorders and anxiety around food. Eating anything rich makes me feel scared and anxious. It's hard to describe. My sister has actually experienced similar issues, and it has worsened for us both as we've gotten older. That's not normal, now, is it? We've seen countless doctors about this in the past. They've determined that our issues may be trauma-related, but have yet to help us sort out the underlying source. They have yet to fix us. That's why we're here. Это, наверное, все было. Вот это да. У тебя плохая жизнь была. Welcome to Neuroprober training. I am pleased to be your guide. When I'm speaking, you can always... Я понял. Обучение, инструктаж. Подмечай. Whether you are speaking with the client directly or neuroprobing within their mind, it is always imperative to listen. You'll find that every detail of the subconscious is trying to tell its story. In the case of our clients, it's often the forgotten story of the trauma they experienced. Some parts of the patient's memory may have become confused or corrupted by the conscious mind's attempts to reconcile or cover up the truth of what happened to them. However, if you look closely and carefully in the right places, you will find that the truth will ultimately shine through. Понял. Будем внимательно слушать. Some parts of the subconscious allow you to interact with them, while neuroprobing, make a left-click motion to engage with it. Holding on to right-click will allow you to move the item around to examine it further. When you are done, you can make a left-click motion again, and it will return to its natural position. Так, как сказал. Так, хлебушек в муке, значит, недавно его приготовили, кто-то уже откусил или отрезал. Этот хлебушек, там вроде что-то зеленое, не допекся, наверное, или плохо был приготовлен. Так, что тут у нас? Кораблик. Красивый, с мачтой, с двумя. Мне кажется, какой-то корабль, плавает морефлот или еще моряцкий какой-то кораблик, я так вижу, синенький, такой хороший. Почти все есть у него. Так, кекс. Чё ж в этом кексе? Как нужно приготовлен? Как же это называется? Пофиг. Короче, хорошо приготовленный кекс. Может ничего сказать. Цветы. Как пахнут, это прям сияет. Сюда нельзя. Милые детки, уходите прочь, с любовью, ваша мачеха. Это да. While neuroprobing, you will encounter objects that look like photographs. This is how your consciousness interprets the concrete memory moments it finds within the client's psyche. Typically, there are about 10 of these memory photos found in each psyche. The mind can hold on to only so much. You'll find that half of these photos present an actual moment relating to the trauma. The other half tend to be false memories created by the client's conscious mind. It will ultimately be up to you to determine which are which. More on that later. Ага. Значит, в каждом пациента мозге мы будем искать по каждой 10 фотографий. Вот таких, как я понял. Мачеха ненавидела мою сестру. Двойняшку и меня. Неправда, да?
закончено. А, вот первая фотография. Я понял. Тут мы... When you вот, acknowledge будем a memory ставить photo, фотографии. it will surface more prominently in the client's psyche, and at that point can be found in a safe area of the mind, often where you begin within the client's mind. When you have found all 10 photos, you must put 5 of the memories that actually represent the trauma in the proper order. Doing so will, at last, fully release the memory to the client's conscious mind. Often he or she will experience a breakthrough at this moment. That breakthrough is what every neuroprober lives for and is the key to the client finally being able to work towards true recovery. Понял, 1 из 10 есть, значит еще 9 найти надо. Наверное, теперь дверь какая-то из этих откроется. Нет, не откроется. А там откроется. Нет, не откроется. Он сказал, пошел ты на, короче. Нафиг мне тебя открывать, ты же плохо. Тут откроется теперь. The most important thing you do as a neuroprober is find and acknowledge these photos. However, this is easier said than done. While some photos are freely available in the subconscious, others are buried deeply within and will need to be coaxed out. Туда что ли мне надо? Нет. Или уже откроются эти двери? Куда мне вообще надо? Или назад возвращаться? Смотрим, если еще раз не откроется. Какая из этих дверей? Да что за фигня? Да. О, вот фотография еще. Мы часто ели рагу из кролика. Не было такого. То, что я, который нам рассказал тип, вроде он там про кроликов вообще ничего не говорил. О, во. Изменение рассудка. Interacting with one part of the mind can sometimes open up new areas of the psyche. Some things, like these doors, can change their state in response to actions taken elsewhere. Ладно, идем. Идем дальше. Опачки, теперь совсем все изменилось. Еще одна картина. Сестра спасла меня от съедения. Не было такого. The subconscious doesn't take kindly to intruders and will take every opportunity to feed off of any sensations of anxiety or tension you offer to it. If you can, try to stay calm and peaceful, even in the face of terror. If you can calm yourself, you'll find the subconscious will calm itself too. Ладно тебе. Так. Идем дальше. Их нельзя подбирать. Что вообще за фигня? Макатики. Here is an example of an especially varied memory. Some details of a given trauma can be especially tenacious, but by gently and cleverly listening to the clues the mind gives you, you will find all you need to work through it. Just think of it as a puzzle for you to solve. When you focus on these puzzles, make a right-click motion if you need to break your concentration. Что это такое? Так. Так.
должны совпадать, как я понял. Нет, так. Так, тут так. Что такое? Стоп. Давай так, да. Так. Надо открыть нам это. Нет, тут все правильно. Нет. Так ведь. Нет, ты что? Ну, того чуть не надо. Нельзя здесь? Крикнется. Как я еще не делал? Вот так? Вот так. Да нет, просто так, мне кажется. Тут вот так. Стыл как братан должен быть. Стыл так. Чё я неправильно делаю? Не, может это вот так? Так, давайте думать. Вот так. Это вообще я закрыл нахуй. Вот я открыл чуть. Еще ничего. Больше ничего. Here is an example of an especially buried memory. Some details of a given trauma can be especially tenacious, but by gently and cleverly listening to the clues the mind gives you, you will find all you need to work through it. Just think of it as a puzzle for you to solve. When you focus on these puzzles, make a right-click motion if you need to break your concentration. Можно еще и так. Тут так. Тут так. Совсем должно упасть. Во! Я по глазам все заметил. Еще никогда не пели для нас. Вот этого я очень... Вроде пели или не пели, вроде не пели.
заметил. Опа, музыка засла. Стороны, а вы кто? Ёпта, вы страшные. Уйти на превьюшку. Вот тебя давай. Так. Нет, ну как тебе? Братан, вот так давай. Давай. Оп, хорошо. Хорошо смотришься. Блин, ой, падай. Идем. Что это было еще? Наш дом уничтожил пожарный. Ужасный пожар. Не было. По пожарам ничего сказано не было. While neuroprobing, your consciousness is lost deep inside the subconscious mind of the client. While this is a journey that you must make alone, we at the Neurostalgia Institute take the safety of our neuroprobers very seriously. If you need to access any of your neuroprober tools or pull your consciousness free, press your finger where an escape key might be. This will bring up your neuroprober tools, and you can proceed as needed from there. Дай поиграть нормально. Все что ли? Ой, хорошая атмосферка. Вернулась. Так. 5 есть уже. Фотографий осталось еще 5. О, последняя дверка, наверное, открылась. Давай. Тоже темнота. Do you remember when I mentioned that the client's subconsciousness can feed off of your fear? Some especially vulnerable areas can be very sensitive and dangerous. When you place your consciousness in another's subconsciousness, there is a risk of you getting hurt, of the pain and turmoil of the client's subconscious drawing your own mind into its agony. You must be brave in these areas despite the risk. You must stay calm. Should you let your fears get the best of you, it will be incredibly difficult to proceed unharmed. От таких шумов. Ты заткнись, кто там ползает. Что за... Угры, да? Fucking bitch. You can even pick up and walk around with some objects. To do so, interact with it, and then start walking while holding on to it. Ага. Я уже понял. Вот так. И вот так. О, да. И что это даст? Назад идти, что ли? Или там что-то должно было быть? Нет. Мостик появился. Ну что за звуки? Какие такие? Здоров, безголовая овца или как-то баран, что ли? Лабиринты, что ли, опять? Описывай. Да сразу. Голова. Нет, потом голова. Я не удивлюсь, если я назад иду. Кто-то на гармошке играет. Я точно теперь не удивлюсь, что скример будет. Не назад, что ли, к Солиду?
посоветуешь? Куда ж мне идти? Ну тут изменилось, да, мне куда надо. Давай по тропинке. Нет. Это что-то должны, тут что-то найти туда должны. Ладно, пускай да, будете. О, пришел, сказал. О, иди сюда. Ты тоже можешь? А? И чё? Ты мне что дашь? Нет. Опять поменялось? Что за звуки? Знаете, кто-то или нет? Вроде бегать за нами никто не должен, потому что у нас шифтами. Дура, да? Падают с деревьев и падают. Да, дай сюда. Быстрее. Что-то дает нам. А? Теперь зима. Угу. Ясненько. Ничего не лежит. Нет, я назад пришел. Может, хлеб где-то должен лежать? Не, ну это точно считаю, с этим должен, да, сделать? Да нет. Идем. Вот. Давай. Вернулся на свои места. Зима. О, мостик. О, взять. Дом был ловушкой. Детей там собиралось зажать здесь. Не было такого. Сохранка, ёп. Лес, да, отводила. Лес отводила. Соберемся картинки, посмотрим. Погибель вроде нет. Либо он тут появился. Страшный тип какой-то. When your consciousness is in another's subconsciousness, your psyches will inevitably intermingle. Just as the client's mind can affect you, you will see parts of yourself reflected in the mind of the client. Tread lightly and tread carefully. Короче, понятно. Давайте на этом, наверное, закончим. На этом. Все, на этом. Вот кексик еще один. О, сердечкой. Но. Кровавой сердечкой. Ну, давайте на этом закончим. На этом отступим. Так, вот так.
очень маслом. Продолжим в следующей серии. Короче, кому понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал. Всем до встречи, всем пока, до новых встреч. До новых видео, до новых прохождений. Пока. Не забудь поставить лайк, я тебе говорю, да, тебе, особенно тебе. Все, пока.